Привет, друзья! Пришло время вечернего выпуска последних событий Германии и Европы. В городе Гиссен в Германии прошел крупный протест против создания новой молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» АФД. На улицы вышли десятки тысяч человек, включая крупный митинг профсоюзов. Полиция обеспечивала порядок на улицах и площадях. А в Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп объявил о планах отменить почти все исполнительные приказы своего предшественника Джо Байдена. Это создает серьезные изменения в экономике, миграционной политике и социальных программах. В Германии обсуждается экономический курс канцлера Фридриха Мерца. Рост цен стабилизировался, но расходы остаются ощутимыми для немецких семей. Также в Германии продолжается высокая безработица, на рынке труда ощущается нехватка квалифицированных специалистов, особенно в промышленности и сфере услуг. Основной дефицит специалистов в технических и научных профессиях создает новые вызовы для компаний и промышленности страны. И еще одна важная новость. Пенсионный законопроект будет вынесен на голосование в Бундестаге уже на следующей неделе. Но внутри правящей черно-красной коалиции Фридриха Мерца сохраняются споры и вопросы о поддержке молодыми депутатами. Обо всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в городе Гиссен в Германии прошел масштабный протест против создания молодежной организации партии «Альтернатива для Германии» АФД. Новая структура, называемая поколением Германии, станет преемницей распавшейся весной молодой альтернативы. С утра десятки блокад и демонстраций охватили город. На улице вышли до 50 тысяч человек, включая крупные митинги профсоюзов с примерно 30 тысячами участников. Люди держали плакаты с надписями «Нас больше» и «Гиссен за многоцветное будущее». Протесты проходили под контролем полиции, участники акции выражали свои позиции, а сотрудники правоохранительных органов обеспечивали порядок на улицах стандартными методами. В городе было задействовано около 600 полицейских из разных федеральных земель. Власти описали ситуацию как сложное массовое мероприятие и усиленно охраняют все крупные улицы и площади, чтобы избежать дальнейших столкновений. Следующая новость привлекает особое внимание. Дональд Трамп объявил о планах пересмотреть почти все исполнительные приказы своего предшественника Джо Байдена, включая вопросы экономики, миграционной политики, экологии и социальных программ. Администрация Трампа объясняет это желанием вернуть страну к прежним приоритетам. Для компаний и граждан это значит, многие льготы и новые правила могут быть отменены, а старые нормы восстановлены. Критики отмечают, пересмотр приказа приведет к изменениям в работе как государственных служб, так и бизнеса. А для Соединенных Штатов Америки это начало масштабных перемен, и уже в ближайшие недели станет ясно, какие меры сохранятся, а какие полностью отменят. Следующая новость связана с обсуждением экономического курса канцлера Фридриха Мерца. Сегодня инфляция в Германии остается на уровне, внимания, 2,3%. Рост цен стабилизировался, но не остановился. Это значит, что продукты, коммунальные услуги и повседневные наши с вами расходы продолжают дорожать, пусть и умеренно. Эксперты отмечают, цифра 2,3% кажется небольшой, но для обычной семьи это все-таки ощутимо. Покупательская способность постепенно снижается, сбережения тают, а планировать бюджет становится все сложнее. Для экономики Германии это сигнал стабильности, резких скачков цен нет, банки могут спокойно вести денежно-кредитную политику, но для людей это напоминание, что расходы нужно контролировать, а сбережения распределять с умом. В ближайшие месяцы эксперты прогнозируют, что рост цен останется умеренным, но устойчивым. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Давайте продолжим предыдущий вопрос. В Германии уровень безработицы остается на отметке 6,1%. По данным Федерального агентства по труду, это более 2 миллионов человек, которые в данный момент ищут работу. На рынке вакансий наблюдается дисбаланс, есть предложения, но работодатели жалуются на нехватку именно квалифицированных специалистов, особенно в промышленности и сфере услуг. Особенно трудно приходится молодежи и работникам старше 50 лет. Молодые специалисты сталкиваются с высокой конкуренцией, а более опытные с требованием работодателей к обновлению навыков и готовности к новым технологиям. Многие вынуждены искать работу даже в других регионах или рассматривать временные
и низкооплачиваемые позиции. Ситуация создает давление на систему социальной защиты. Людям, оставшимся без работы, вы понимаете, приходится рассчитывать на пособия и дополнительные программы поддержки, что и увеличивает нагрузку на бюджет. Экономисты отмечают, стабильного улучшения пока не ожидается, и без мер по стимулированию, то есть созданию рабочих мест, число безработных может оставаться высоким. Для семей это значит осторожное планирование бюджета, а для правительства Фридриха Мерца необходимость активной политики занятости. И это только начало. В Германии острый дефицит специалистов в технических и научных профессиях. Сейчас в стране не хватает внимания почти 150 тысяч инженеров, IT-специалистов и техников. Многие компании месяцами не могут заполнить свои вакансии. Заводы и инженерные фирмы сокращают проекты и замедляют производство из-за нехватки квалифицированных кадров. Сектор информационных технологий активно развивается, растет число вакансий, а текущие сотрудники приобретают новый опыт и компетенции. Эксперты уже предупреждают, если дефицит сохранится, это может замедлить технологическое развитие и снизить конкурентоспособность Германии на мировом рынке. Для решения проблем нужны срочные меры, больше молодых специалистов в инженерных направлениях, переобучение работников и стимулы для квалифицированных мигрантов. А дальше еще одна важная новость. Министр труда Германии Бербель Бас заявила, что пенсионный законопроект будет вынесен на голосование в парламент уже на следующей неделе. После ночных консультаций в коалиционном совете было решено вносить законопроект, внимание, без изменений. Для смягчения сопротивления внутри фракции Союза к законопроекту добавлен сопроводительный текст, который обещает дальнейшие реформы и создание экспертной комиссии до лета. Однако часть молодых депутатов фракции Союза продолжает выступать против. Они опасаются, что сохранение уровня пенсий на 48% приведет к значительным расходам бюджета. Без их голосов правящая коалиция может не хватить большинства. Вопрос остается все-таки открытым. Удастся ли найти компромисс с молодежью фракции Союза? Если да, тогда пенсионная реформа может быть принята почти сразу. Если нет, то голосование превратится в напряженную политическую борьбу. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Спасибо за просмотр.